По описаниям Кратоса, это была самая серьезная битва. Удары Тора были самыми мощными за всю его жизнь. То есть никто его еще так не фигачил, как бешеный громовержец. Но все же битва заканчивается ничьей. Тор, получив по челюсти, решает не продолжать битву. То ли зассав бога войны, либо же не хотел оставлять Атрея без отца. Ведь тогда Один не получил бы Атрея в качестве союзника. Кстати, бонусное включение. Если вернуться после схватки на место боя, то на льду можно отыскать выбитый зуб Тора. Но, к сожалению, подобрать его нельзя. Было бы прикольно, если его можно было бы использовать как рунный камень в топоре, типа, чтобы драться ледяной молнией. Кстати, держите этот зуб у себя в голове, раз Тор не удержал. У меня будет классная теория о Торе в конце рассказа. По итогу битвы можно сделать вывод, что Тор очень разгорячен потерей детей, что сподвигло его к еще большему алкоголизму. Но это лишь последствия. А что же было первопричиной? Не всегда же он был таким. Делая выводы из слов героев игры, когда Тор был ребенком, Один уже готовил его под себя. Промывал его мозги по полной, вдалбливал силой нужные именно ему знания. И в конце это привело к тому, что Тор сам не знает, чего же он хочет.